Привет, мои дорогие! Мы отказались от домработницы, и сегодня я на хозяйстве. И мы с вами проверяем чудо-рецепт. Всего 3 ингредиента. Плюс вода, сода, уксус и моющее средство. И обещают удивительный результат. Проверим! Будем делать супер очищающее средство. Для всего. Начнем с унитаза и кастрюли. Для этого нам понадобится пищевая сода. У нас вот в таких в Америке она продается, в Walmart. Это у нас уксус. У меня в данном случае 5%. И моющее средство для посуды. Смешиваем. Итак, пропорции. Столовые ложки. 2 столовые ложки соды. 2 столовые ложки моющего средства. Перемешаем. И посмотрим, как же все это у нас будет соперничать с дорогими моющими средствами. Так, и теперь уксус. Одна ложка, вторая. Получается у нас вот такая пена. Перемешиваем все тщательно. Происходит реакция соды с уксусом. И я чувствую, что мне немножко нужно добавить воды. Буквально 3 ложечки воды. Перемешали. И начинаем уборку. Первый эксперимент. Попробуем отмыть вот такую сковородку. Видите, у нее застарелые уже такие подтеки. Что мы для этого делаем? Наносим наше средство. Работать нужно в перчатках, потому что имеем дело и с уксусом, и с реакцией химической. Так, еще немножечко. Так, а теперь я хочу накрыть все это дело салфеткой бумажной. И смочить сверху. Так, все смочили сверху, оставляем минут 10-15.
в одном из туалетов у меня вот такая есть раковина стеклянная. И видите, вот здесь не отмывается, не оттирается ничем. Это от воды, ну, такие соли откладываются. Так что попробуем вот это сейчас. И вот здесь тоже от воды небольшие такие пятна. Попробуем оттереть. Беру вот такую губку. И вот оно, наше средство. Наносим. Немножко я потру. Заодно тут всю раковину. Так, еще немножко. И оставим, чтобы реакция поработала. Так, заодно натираю. Заодно покажу вам. Натираю. Здесь тоже все от пятен. Так, мы оставляем 10-15 минут. Оставляем. Переходим к унитазу. И здесь у нас видны от воды, видите, такая вот, как каемочка, разводы. И чем только мы не терли, не удаляется вот эта часть. Так что берем наше средство. Так, поставлю на пол. И наносим. Потрем. И оставим. Посмотрим, как здесь сработает. Заодно и весь унитаз. Хотя унитазы у нас, в общем-то, чистые. Раз в неделю обязательно уборка унитазов у нас идет. Ну и оставляем. Побольше сейчас этой пены нанести. Так, рукой придется мне. Все, оставляем. Ждем. Нальем немножко больше уксуса для улучшения процесса. Видите, какая идет реакция с содой. Ну, лучше, конечно, разбрызгиватель использовать. В следующий раз мы именно так и сделаем. А сейчас пока вот так. Ну что, время-то прошло. Проверяем. Открываем. Так, пока что результат нулевой. Попробуем немножко потереть. Не оттирается. Короче говоря, ни уксусная кислота, ни сода не способны справиться с таким застарелым жиром. Но есть средства. Вот такая мочалка из Walmart.
Вот мочалка из Walmart творит, ребята, чудеса. Копеечное средство. И знаете, если бы действительно все так легко с содой, уксусом отмывалось, я думаю, что не было бы столько моющих, очищающих средств. А это для двоечников, которые очень плохо учились в школе. Такие вот идеи в интернете ходят, бродят. Те, кто очень плохо химию изучал. Возвращаемся к нашему эксперименту с унитазом. Помните, да? Налет вот здесь был. Я даже его ощущаю пальцами вот в перчатках. Кальций. И даже я потерла как следует. И нифига, ребятушки, это не отмывается. Ну, есть, конечно, средства. Но только это надо идти в магазин и брать нормальное средство, которое все это уберет. А то, что мы с содой сделали и с уксусом эксперимент, не работает. Так, оставляем здесь. Переходим к нашей раковине. Так, ну пока вот эта пена смоется, вы немножко подождите. Ну что, мои дорогие, смотрим результат. Здесь вот все чистенько, но не блестит. А не блестит по одной причине, потому что это матовая поверхность. Но, так скажем, никаких следов нет. Что же у нас в раковине? А в раковине у нас, видите, вот это вот белое, как была, так и осталось. Почему-то здесь капает иногда вода. И от этой воды белый налет образуется. У меня, наверное, какая-то сода неправильная. Или уксус какой-то неправильный. Но не работает это, ребята, не работает. Ну что, мои хорошие, завершили мы с вами эксперимент. А теперь я вас очень попрошу, ответьте на 3 маленьких вопроса. Во-первых, понравился ли вам мой новый образ? Во-вторых, понравилось ли вам это видео? И в-третьих, было ли оно вам полезно? Если вы ответили «да» на все 3 вопроса, еще одна маленькая просьба. Поставьте лайк и напишите комментарий. Ну и для совсем позитивных моих зрителей, и не бедных, конечно, вы можете купить мне чашечку кофе. Нажимайте «Спасибо». Я буду только благодарна. Всем желаю только мира и добра. И до встречи в следующих моих видео. Пока!